So Bhagavad Gita is the introduction to Krishna consciousness. Бхагавад-гита является введением в сознание Кришны. And often devotees, they think, oh, I read this already. И часто преданные думают, ну я ее уже читал. Same old philosophy. Старая добрая философия. I already know what it's going to say before I open the book. Я уже знаю, что там будет написано. First, it's going to tell me I'm not my И body. вначале мне там скажут, что я не это тело. I heard that thousands of times. Я уже 1000 раз это все слышал. Then it's going to tell me that Krishna is the supreme personality of Godhead. А потом мне скажут, что Кришна это верховная личность I Бога. heard that so many times. Я столько раз это слышал. Maybe I should read something more interesting, Может что-то более интересное почитать? like Pravda. Например, газету «Правда». Find out what the truth is. Узнать, что же там за правда такая по-настоящему. But actually, to understand that we're not this body takes lifetimes. На самом деле, для того, чтобы по-настоящему понять, что мы не являемся этим телом, для этого нужно множество жизней. After all, when one realizes that they're not their body, then they become prasanatma. They're always joyful. Потому что человек, который осознает, что он не является телом, он становится он всегда испытывает счастье. Anyone here like always to be joyful? Кто хочет всегда счастье испытывать? Yeah, so that's our, believe it or not, that's our natural state of being. Хотите верьте, хотите нет, но это наше естественное состояние. Imagine an existence where there's only happiness. Представьте себе жизнь, в которой у нас только счастье и больше ничего нет. There's no struggle at all for existence. Нет никакой борьбы за существование. One doesn't worry about how old one is. Человек не беспокоится о том, сколько ему лет. That one wakes up every day and they're younger. Он просыпается каждый день и становится моложе. And you live for hundreds and trillions and billions and quadrillions of lifetimes of Brahma. Вы живете миллионы, миллиарды, триллионы и квадриллионы жизней Брамы. One lives forever. Вечно. That's where all these storybooks come from. That's where all the stories about living happily ever after come from. Вот, собственно, основа, откуда берутся все вот эти окончания сказок. И жили долго и счастливо. It doesn't exist in the material world. Жили после этого долго и счастливо. В материальном мире этого не существует. Here we live miserably ever after. Потому что здесь мы живем долго и несчастливо. And not only that, now it's bad. И это уже плохо. And according to the weather report, Но в соответствии с прогнозом the погоды, karma weather report, кармическим прогнозом погоды, it's going to get a lot worse. будет намного хуже. So here it says, everything depends upon us. Так здесь говорится, что все возложено на наши плечи. If we direct our consciousness towards the material energy, Если мы направляем наше сознание в сторону материальной энергии, then we'll get some kind of material existence. тогда мы обретем некую форму материального существования. And if we direct our consciousness towards Krishna, Если же мы направим наше сознание в сторону then Кришны, gradually we'll become elevated until we get a spiritual existence. тогда естественным образом мы возвысимся и обретем духовное существование. Just like if you put an iron in the fire, Как вот если железо поместить в огонь, then it gets hotter and hotter, железо будет нагреваться и нагреваться, then eventually it acts just like fire. будет в конечном итоге действовать, как действует сам огонь. So similarly, if we associate with Krishna, then we'll become just like Krishna. Итак, подобным образом, если мы общаемся с Кришной, мы сами станем подобными Кришне. Not as great as Krishna, Конечно, не такими but the same великими, quality as Krishna. но будем обладать такими же качествами, как он. That is, Krishna, his existence is full of happiness. И бытие Кришны состоит из счастья. He's never experienced any unhappiness. Он никогда не чувствует, не испытывает страданий. And he knows everything. И он все знает. He's fully conscious. Он обладает полным сознанием. So we'll never know everything. Конечно, все мы никогда не узнаем. But we'll become aware of things, whatever we're aware of, we'll have full consciousness of. Whatever we're aware of, we'll have full consciousness of. Конечно, всего мы не узнаем, но то, что мы узнаем, об этом мы будем иметь полное представление. And things will get better, eternally better. И все будет становиться все лучше и лучше, и так целую вечность. So that's what everyone wants.
Это то, чего все хотят. Even the ant wants a better existence. Даже муравей жаждет лучшей жизни. Every living entity wants a better existence. Любое живое существо жаждет лучшей жизни, лучшего существования. It is according to what we think will make our existence better. It just what we do depends upon what we think will make our existence better. И то, что мы делаем, зависит от того, как мы считаем, мы можем улучшить наше существование. Most people have been trained to think, Большинство людей обучили следующим образом. if I can eat more, Они думают, что если я буду есть больше, then my life will become better. тогда моя жизнь станет лучше. That's called hatha yoga. Это называется хатха-йога. Yoga has become very popular in some parts of the world. Йога стала очень популярной сейчас в некоторых частях света. Our spiritual master wrote to my godbrother, who got initiated about the same time I did. А мой духовный учитель написал моему духовному брату, который просто получил посвящение со мной примерно в одно время. We were both practicing yoga together. И мы с ним вместе занимались йогой, хатха-йогой. And he wrote to, he said, Prabhupada said, there's no need for this hatha yoga. И Прабхупада написал: нет необходимости в этой хатха-йоге. It's just so you can eat more and digest. Это просто для того, чтобы вы могли больше есть и лучше переваривать. So eating is a big thing. We can eat as opulently as possible. Итак, пища — это очень большая, серьезная вещь. Мы едим как можно больше и как можно богаче. Then life is good. Если это так, то жизнь хороша. Or as they say in Spanish, anyone speak Gavari, Spanglesky? Spansky. Кто-то по-испански говорит? What? Barriga llena, corazón contento. You know, понимаешь? Переведите, пожалуйста. Barriga llena, corazón contento. Corazón is heart. Сердце довольно. What's that? If the stomach is full, Если живот полный, then the heart is то есть content. сердце довольно. And then, after eating to the fullness, И когда мы наелись так вот we can go to sleep and dream. во всей полноте, можно пойти поспать и увидеть сон. We may be poverty-stricken here, И может быть здесь мы на краю бедности живем. but in my dream I'm a multi-billionaire. Но в своем сне я мультимиллиардер. In the dream I'm flying in the sky. В своем сне я летаю по небу. So then sleeping is very important. Поэтому сон, конечно, очень важная вещь. And then of course, modern society means sex life. И, конечно, современное общество — это значит половая жизнь. Big emphasis on sex. Очень большое внимание отдано сексу. That's the ultimate existence. Это цель всего существования. Just like Srila Prabhupada, our spiritual master, was going to a doctor's appointment in Los Angeles. Так вот, Шрила Прабхупада, наш духовный учитель, он получил направление к доктору в Лос-Анджелесе. It was around 1975. Это было примерно в 1975 году. And on the way back, he passed by a movie theater. И по дороге обратно он проезжал мимо кинотеатра. And the name of the movie that was playing was, Is There Sex After Death? И кино, афиша, которая висела в кинотеатре, гласила, название фильма было таким: «А есть ли секс после смерти?» So Prabhupada came back and gave the lecture that morning. Так что Прабхупада вернулся и тем же утром дал лекцию, And mentioned the title of the movie. где он упомянул название этого фильма. So at that time the devotees used to go out and distribute books, all the devotees. И в это время все преданные они выходили для того, чтобы книги So распространять. Prabhupada said, I saw this title of the movie and you should tell other people about it. Прабхупада сказал, что я увидел этот фильм, название этого фильма, и вы должны всем о нем рассказать. You should tell them that there is sex after death. Вы должны им сказать, что секс после смерти существует. In 8,400,000 species. В 8 миллионах 400 тысяч форм жизни. And Prabhupada said, if you tell them that, then they won't be worried about death. Прабхупада сказал, но если вы им об этом расскажете, они перестанут беспокоиться. По этому поводу. And then of course, security, Конечно, безопасность, insurance.
страховка, that nothing will kill me. то ничего меня не убьет. I'll be able to live here forever. Я буду жить здесь вечно. There is one man, his name was Howard Hughes. Был один человек, его звали Говард. Howard Hughes. Howard. In Russian it's Говард. Говард Hughes. Говард Hughes. He was the richest man in the world. Он был самым богатым человеком в мире. His fortune was at that time $16 billion. Его состояние на то время составляло $16 миллиардов. Which now would be probably $160 billion. Сейчас, наверное, это было бы 160 миллиардов So he had долларов. nothing to worry about. Видите, ему не о чем было беспокоиться. But he was afraid of death. Но он боялся смерти. So he lived the last part of his life in a room. Так что последнюю часть своей жизни он прожил в одной комнате. And the room was sealed. И эта комната была запечатана, Nothing could get into the room. чтобы ничего не могло туда проникнуть. And even his food was passed through a very small slit. И даже всю его пищу передавали через маленькое-маленькое отверстие такое. So that it was bombarded with ultraviolet light to kill all the bacteria. И когда эта пища проходила, там светили вот ультрафиолетовые лампы, которые убивали всех бактерий. He was afraid some bacteria might kill him. Он боялся, что какие-то бактерии убьют его. And lo and behold, somehow or another, Так или иначе. one bacteria snuck into the room Одна бактерия проскользнула в эту комнату, and he died. и он умер. So everyone's afraid some bacteria is going to kill them. Поэтому все боятся, что какая-то бактерия убьет его. So therefore everyone is trying to protect themselves somehow. Поэтому каждый пытается как-то защититься. So this is the main concern of life. И это главное беспокойство в жизни. Eating, sleeping, mating, defending. Это еда, сон, секс и оборона. Every day, eating, Каждый день sleeping, нужно есть, mating, спать, defending. спариваться, обороняться. And tomorrow, eating, sleeping, А завтра снова mating. еда, сон, оборона, спаривание. And hopefully we think tomorrow will be better. И мы думаем, что завтра будет лучше. I'll have a blissful life of eating, sleeping, mating, defending. Завтра начнется жизнь полное блаженство, а также полная еды, сна, секса и обороны. But in Bhagavad Gita, Krishna explains that actually we're not the body. Но в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что на самом деле мы не являемся этим телом. We're actually spiritual beings. Мы духовные живые существа.